Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Предлагаю вам сегодня связать вместе со мной вот такой вот летний комплект для этой куклы, которую мы вязали с вами ранее. Ссылку на мастер-класс я оставляю внизу под видео, а также в углу экрана. Все материалы, которые я использовала в данном мастер-классе, я тоже укажу под видео. Собственно говоря, о комплекте. Данный комплект состоит из шорт, укороченной футболки, которая крепится сзади на кнопочки. Если не хотите кнопочки, то можно пуговички, козырек от солнца, шопер и босоножечки. В принципе, все, что хотела сказать. Единственное, что внизу под видео будет размещен тайм-код, по которому вы сможете сориентироваться для удобства вашего. Ну, а если вы смотрите данное видео на канале Дзен, Яндекс.Дзен, то, скорее всего, это видео будет разбито на этапы, и каждый этап будет выложен отдельно. Приятного вам вязания, ровных вам петель, хорошего настроения. Наш летний комплект мы начнем с вязания вот таких вот чудесных босоножечек для нашей девчули, для которых нам понадобится 2 контрастных пряжи. Я выбрала эти цвета, такой бежевый и малиновый. Цвета постараюсь подписать вам на экране. 2 вида крючка, номер 2,5 и двоечка обычная. Так, ну, соответственно, еще ножнички. И приступаем. Нам необходимо будет, самое главное, связать по 4 детальки 2 разных цветов. Начнем мы с этой, да? Так, крючком 2,5 вяжем сам тапочек. Начинаем с цепочки из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс еще 1 петля подъема. Вторую петлю от крючка мы с вами провязываем 7 столбиков без накида. И в последнюю петельку делаем прибавку из 2 столбиков без накида. Далее вяжем по другой стороне цепочки, при этом не забывайте спрятать ниточку. Точно так же 7 столбиков без накида. И прибавка в последний столбик без накида, последнюю петлю из 2 столбиков без накида. Так, сейчас у нас в работе с вами 18 петель. Ряд мы начинаем с прибавки. 2 столбика без накида в 1 петлю. Далее просто 2 столбика без накида. И опять прибавка из столбиков без накида. Потом нам необходимо провязать 4 полустолбика с накидом. Делаем накид и провязываем, протягиваем нить сразу через 3 петли. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Первая прибавка, вторая, и третья. И опять переходим с вами на столбики без накида. 1 столбик без накида. Теперь делаем убавку. Убавку делаем не через верхние
не через ближние к нам вот стеночки петли, да, а через все петли. Через 2 петли протягиваем нить. У нас получается 3 петли на крючке, и через них протягиваем опять нить. Делаем убавку. Так, после этого нам необходимо провязать 2 столбика без накида и сделать 2 прибавки тоже из столбиков без накида. Раз и 2. Проверьте, у вас в работе должно быть 24 петли. Так, последний ряд. Начинаем опять с прибавки из столбика без накида. Далее провязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Опять с вами переходим на полустолбики с накидом. 4 полустолбика с накидом необходимо провязать. Раз, 2, 3, 4. 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Раз. Вторая прибавка. 2. И третья. Теперь 2 полустолбика с накидом. Так. И переходим на обычные столбики без накида. 7 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И заканчиваем ряд 2 прибавками из столбиков без накида. Такая вот деталька у нас получилась с вами. Отрезаем нить. Ее необходимо всю хорошенечко разровнять, чтобы нигде ничего не тянуло. И связать точно такую же контрастного цвета. Вот так вот должно получиться. Эти 2 детальки мы откладываем в свою сторону. Нам необходимо связать еще 2 детали, которые будут направлены в другую сторону. Да? Это не налево, а необходимо 2 детали направо смотрящие. Начинаем также с вами с цепочки из 8 петель плюс петля подъема. Первый ряд мы вяжем аналогично тому ряду, который вязали в предыдущих деталях, то есть 7 столбиков без накида. Последнюю делаем прибавку, поворачиваем цепочку и вяжем тоже 7 столбиков без накида, и в последнюю делаем прибавку. Так, следующий ряд мы начинаем с вами с прибавки из столбиков без накида. Далее 2 столбика без накида. Далее убавка. Так, что там дальше? 1 полустолбик с накидом. Прибавка из 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Первая. Вторая прибавка. И третья.
Так, теперь мы с вами переходим на столбики без накида. 4 столбика без накида. 4 прибавка из столбиков без накида. 2 столбика без накида и 2 прибавки. Сейчас у нас в работе 24 петли. Пересчитайте, если не уверены. И последний ряд мы начинаем с вами с прибавки. Далее 6 столбиков без накида. Два полустолбика с накидом. Три прибавки из полустолбиков с накидом. Так, отлично. И 4 полустолбика с накидом. Четыре. Теперь переходим опять на столбик без накида. 6 вяжем. Раз, два, три, четыре, 5, 6. И заканчиваем двумя прибавками из столбиков без накида. И в работе у нас с вами 30 петель. Вяжем аналогично этой. Точно такую же деталь из контрастного цвета. Тоже не забывайте ее всю расправить как следует. После этого мы с вами встречаемся. Продолжаем с нашими детальками работать. Нам необходимо ниточку убрать на тыльную сторону. Да, просто протягиваем ее, чтобы она нам не мешала. Но и в то же время не деформировала нашу деталь. Таким вот образом. Так, теперь нам необходимо сложить детали друг к другу тыльной стороной. Вот таким вот образом. Одно и второе. И соединительными столбиками сейчас мы их друг с другом прошьем. Нитки убираем вовнутрь, чтобы они нам не мешали. Вот смотрите, мы будем вязать соединительными столбиками той нитью, которая у нас является более темной. В моем случае это малиновая нить. Соответственно, я вот сейчас складываю, чтобы все было ровно, идеально. И завожу ее вот с этой стороны. И под каждые два стежочка вот таким вот образом завожу и прошиваю. И мне необходимо сделать это до конца. Вот так вот по кругу. Просто соединительные столбики.
Сейчас мы спрячем саму детальку. Здесь вот уберем. Смотрите, вот такая у нас деталь получилась. Все расправляем, чтобы все хорошо было. И то же самое делаем вот с этой. Точно так же прошиваем ее. Так, девочки, надеюсь, у вас все получилось. Теперь мы будем вязать задник туфельки. Опять-таки начнем с контрастной нити. Отсчитайте, вот, ну, примерно прикиньте, где у вас центр. И отсчитайте 6 петель в одну сторону и в другую. И вот по этим 12 петлям мы с вами будем вязать. Будем вязать вот, цепляя вот эти вот петли, которые мы с вами вязали соединительными столбиками. Я примерно так считаю сейчас. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот отсюда я начну. Крючок меньшего размера берем. Первая нитка пускай будет подлиннее, мы ее потом спрячем. Старайтесь цеплять за переднюю стенку петли, чтобы у вас уже наверняка вертикально так стоял задничек, да? Вяжем столбиками без накидов. 12 столбиков без накидов провязываем. Так, вот таким вот образом мы с вами вяжем, поднимаясь вверх поворотными рядами. Нам необходимо провязать 8 рядов. Далее, как вам удобно, делайте. Если вы делаете петлю подъема, делайте. Я не делаю, вяжу прям так, но единственное, надо будет считать. После того, как провяжем 8 рядов, мы с вами встретимся. Так, я провязала 2 задничка, нитку отрезала. Вот так получается, да? Теперь нам необходимо просто аккуратненько эту нитку спрятать, первую, вторую. Прячем ее прямо вот сюда в тело. Первую. А вторую мы спрячем в подошву. Так вот, чтобы она просто была не видна. Ну, а вторую в подошву. На данном этапе у нас они выглядят вот так, наши сандалики. Теперь берем контрастную нить. И нам необходимо связать с вами цепочку из 30 воздушных петель. Так, я надеюсь, вы с этим справились. И теперь мы вяжем эту цепочку по заднику нашей босоножечки. Тоже соединительными столбиками вот по верху, как мы с вами и вязали. И 12. Вот так у нас получается. И с другой стороны мы точно такую же цепочку вяжем из 30 воздушных петель. Осталось нам отрезать нить. И вот эти кончики иголочкой спрятать вовнутрь цепочки. И по второй сандалике провязать аналогичную цепочку. У нас осталась с вами только передняя часть туфельки. Берем контрастную нить, отсчитываем от задника 2 петельки, где он у нас заканчивался, раз, два, и точно так же за переднюю стенку петли цепляем. Нам необходимо с вами провязать 4 столбика без накида. Раз, два,
3. Последний 4. Вот таким образом, да? И теперь нам необходимо будет с вами поворотными рядами вязать. Так, раз, два, три. Примерно 14 рядов. Я думаю, надо будет примерять к ножке данный сандаль к ножке и смотреть, насколько туго. Давайте начнем с 14 рядов, потом посмотрим. Вот я примеряю тут туфельку к нашей золушке. Вполне себе 14 рядов идеально подходит. Так, нам необходимо отрезать нить немножко подлиннее для того, чтобы пришить. И точно так же мы отсчитаем 2 столбика, 2 петли от начала и будем пришивать к этим вот следующим 4 петлям. Вот так вот. И аналогично поступим со второй туфелькой. Ну что, девочки, у нас получились с вами шикарные сандалики для куколки. Осталось их только примерить. Так хорошо плотненько сидят. Так, здесь бантик мы завяжем. Ну, вы можете, естественно, подбирать любые совершенно цвета. Можете однотонными связать, на ваше усмотрение все. Как говорится, каждый из нас художник, и каждый видит по-своему. Я вязала, как вы видели, из остатков пряжи. Оп. Я уверена, что у вас все получится, потому что это очень было легко. Вот такие ножки. Вот аналогичные тоже стоят. Розовый с коричневым. Ну и продолжаем дальше одевать нашу куколку. Ой, улетел. Другими формами одежды, не только обувь будет. Так, теперь мы с вами свяжем для нашей куклы сумку шопер для того, чтобы она посещала пляж. Для этого нам понадобится 4 разных цвета. Возьмите один цвет за основу, я возьму коричневый. Ну и на свое усмотрение. Начнем мы вязать крючок 2,5, как всегда. Начнем мы вязать с основания с цепочки из 15 воздушных петель. И еще одна петля подъема. Во второй петле от крючка начинаем наше вязание. 14 столбиков без накида. И в конце делаем прибавку. Так, делаем прибавку. Теперь поворачиваем вязание в другую сторону цепочки и вяжем по другой стороне. Тоже 14 столбиков без накида и в конце делаем прибавку. Так, прибавка у нас идет с вами. Следующий ряд мы начинаем тоже с прибавки. Далее вяжем. Забыла сказать, 32 петли в конце ряда у нас получилось. После прибавки вяжем 13 столбиков без накида.
Далее делаем 3 прибавки подряд. И опять вяжем 13 столбиков без накида. И заканчиваем наш ряд 2 прибавками. Так, сейчас у нас 38 петель в работе. Начинаем наш ряд с одного столбика без накида и прибавку. Далее 15 столбиков без накида. Три прибавки подряд. Теперь 16 столбиков без накида. И заканчиваем 2 прибавками. В работе у нас сейчас с вами 44 петли. Теперь мы будем вязать по кругу без прибавок, без каких-либо изменений. Сейчас нам необходимо провязать основным цветом 2 ряда. 2 ряда мы провязали. Теперь нам необходимо добавить цветную нить. Давайте с этой начнем. Коричневую нить мы при этом оставляем, не отрезаем. Она у нас основной будет идти. А здесь кончик мы прячем. И вяжем ряд цвета. Так, ряд закончили. Теперь возвращаемся к нашей коричневой нити. И следующий ряд мы будем вязать столбиками с накидом. Так. Присоединяем коричневую нить. А зеленую можно теперь отрезать. Я не делаю никакие 3 столбика подъема, 3 петли подъема. Я сразу начинаю вязать столбиками с накидом. Итак, вяжем до конца ряда. Так, ряд столбиками с накидом закончен. Пришло время присоединять новую цветную нить. Основной цвет мы также не отрезаем. И следующий ряд мы будем вязать опять столбиками без накида. И нам необходимо таким образом чередовать ряд столбиками с накидом, который мы вяжем основным нашим цветом, и столбиками без накида, который мы вяжем любым другим цветом. Всего нам необходимо провязать 5 рядов. Так, да, 5 рядов столбиков с накидом. После того, как вы свяжете уже последний цветной ряд, вот такой, а между ними будет 5 рядов столбиков с накидом, мы с вами уже и встретимся. Вот такая сумка у нас получается. Теперь все цветные ряды у нас закончены. Нам необходимо в следующем ряду сделать 2 убавки. Убавки мы будем делать по краям. Надо будет убавить по одной петле с каждой края. То есть мы довязываем до края, делаем убавку, провязываем, делаем убавку, довязываем до конца. И еще один ряд вяжем просто столбиками без накида.
Так, мы закончили 2 ряда, один из которых был ряд с убавками. Я остановила вязание с краю. Теперь мы свяжем 2 ручки. Нам необходимо провязать 3 столбика без накида. А далее мы с вами свяжем цепочку из 25 воздушных петель. Эту цепочку мы присоединим к основному полотну, отсчитав от края тоже 3 столбика без накида, 3 петли, 1, 2, 3. Вот следующую присоединяем и ввязываем ее. Далее мы вяжем с вами 6 столбиков без накида и повторяем. Единственное, необходимо сложить пополам и посмотреть, чтобы на том же уровне цепочка наша начиналась. Тоже 25 воздушных петель цепочка. Так, и здесь тоже примерно в районе, чтобы все одинаково было в районе крепления первой ручки, мы ввязываем эту. И в следующем ряду нам необходимо будет провязать вот таким вот образом по цепочкам, столбиком без накида, и после этого спрятать нить. И вот такая сумка в итоге у нас получилась, таких спокойных пастельных тонов, с ручками, маленькая. Хочу вам показать аналогичную сумку, связанную точно так же. Но здесь шло чередование рядов столбиками с накидом в виде цветной нитью я чередовала. А основным цветом вязала столбики, ряды со столбиками без накида. Более яркая. Вот выбирайте для себя, как вам больше нравится. Таким образом и вяжите. Так, для вязания козырька нам понадобится 2 цвета пряжи, ну, крючок 2,5, как всегда, и ножницы. Я уже связала цепочку, чтобы 2 детали, чтобы не останавливаться. Видео на вязании. Здесь цепочка из 70 воздушных петель плюс петля подъема и 3 ряда обыкновенными столбиками без накида. Таких деталей нам необходимо 2 двух разных цветов, а также цепочка просто любого цвета, розового или бежевого, на ваше усмотрение, для того, чтобы потом делать завязки по голове. Здесь цепочка из 120 воздушных петель. Теперь нам необходимо с вами эти 2 детали соединить. Я буду прикладывать их вот таким образом. То есть начало нашей детали, когда мы начинали, я буду прикладывать к концу детали, вторую мы закончили. И нам их необходимо будет вместе друг с другом связать просто столбиками без накида. Так, вот таким, наверное, буду образом. По розовой стороне кремовым цветом. Прям с угла. И нитку надо будет спрятать. Должно получиться у нас с вами 70 столбиков без накида в итоге.
сейчас все подтянем. Вот. И так вот вяжем вот таким образом до конца детали. Вот так у нас получилось. Здесь нить отрезаем. И потом иголочкой необходимо будет спрятать. По другой стороне мы поступаем аналогично. Тоже лучше на лицо вывести обвязку. Единственное, что надо будет вложить вовнутрь вот эту вот ниточку. Вот так тоже делаем обвязку столбиками без накида. Такая деталь у нас с вами получилась. Нам необходимо с края отсчитать 34 петли. И за переднюю стенку петли добавить нить. Это у нас будет как бы закрепочный стежок. Далее мы с вами вяжем за передние стенки петли. Ниточку сразу уберем. 2 столбика без накида. Прибавка. Опять 2 столбика без накида. Прибавка. Два столбика без накида. Прибавка. И еще 2 столбика без накида. Итого в работе у нас сейчас с вами 14 петель. Поворачиваем вязание. Первую петлю от крючка мы пропускаем и вяжем с вами 13 столбиков без накида. Далее следующий столбик без накида мы вяжем в основание, куда присоединяли нить. И уже за задние стенки петли добавляем 2 столбика без накида в работу. Первый и второй. Теперь у нас 16 петель в работе. Поворачиваем. Первую петлю от крючка мы пропускаем. Начинаем со второй. 3 столбика без накида. Делаем прибавку. Опять 3 столбика без накида. Прибавка. Опять 3 столбика без накида. Прибавка. И заканчиваем 3 столбиками без накида. Следующий столбик без накида провязываем петлю, откуда у нас выходит все вязание. Далее за передние стенки петли добавляем 2 столбика без накида. Раз и 2. Поворачиваем вязание. Первую петлю мы пропускаем. В работе у нас сейчас 21 петля. Далее вяжем 20 столбиков без накида. Следующий столбик без накида провязываем опять в петлю основания, откуда у нас выходит вязание. И добавляем так за заднюю стенку петли 2 столбика без накида. Раз и 2. Поворачиваем вязание. Первую петлю от крючка пропускаем. Так, сейчас у нас в работе 23 петли, да? Первую пропускаем, вяжем 3 столбика без накида.
Делаем прибавку. Так. Теперь 4 столбика без накида. Опять прибавку. Три столбика без накида. Прибавка. 4 столбика без накида. Прибавка. 3 столбика без накида. Последнюю петлю пропускаем, вяжем в основание начала вязания и добавляем еще 2 столбика без накида за переднюю стенку петли. Поворачиваем наше вязание. Сейчас у нас 28 петель. Первым пропускаем и вяжем 27 столбиков без накида. И петлю основания вязания вяжем соединительный столбик и отрезаем нашу нить. Хорошенечко все подтягиваем. Так, эту нить мы уже закрепили с вами. Вот такой козырек у нас получается. Остается нам только спрятать вот эту нить. Куда-нибудь внутрь. Старайтесь, чтобы она проходила через полотно, а не просто ушла вовнутрь. Так она будет крепче держаться. Ну и просто отрезаем. Так, что у нас получилось? Вот что у нас получилось. Давайте. В принципе, он очень хорошо держится. И форму держит хорошо. Завязки сзади. Ну, волосы можно потом достать, расправить, как вам нравится больше. Вот такой козыречек получился. Шорты мы будем вязать из двух цветов. Основной цвет и дополнительный в качестве украшения будет у нас. Крючок будет опять 2,5. Начинаем наше вязание с цепочки. Необходимо связать цепочку из 54 воздушных петель плюс петля подъема. Так, цепочка готова. Вторую петлю от крючка начинаем наше вязание. Провязываем с вами те же самые 54 столбика без накида до конца. Провязали до конца. Теперь нам необходимо соединить наше вязание в круг. Далее вяжем следующим образом. 6 столбиков без накида. Следующий столбик без накида мы провязываем за переднюю стенку петли. И тут же продолжаем цепочкой из 4 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка мы провязываем 3 столбика без накида, начиная со второй петли от крючка по данной цепочке. И опять
переднюю стенку петли провязываем столбик без накида. Вот так должно получиться. А сзади у нас должны быть 2 стенки петли. Так, далее мы с вами вяжем 4 столбика без накида, и повторяем столбик без накида за переднюю стенку петли, цепочка из 4 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка по цепочке вяжем 3 столбика без накида, и прикрепляем к телу за переднюю стенку петли нашу эту запчасть, скажем так, да. Далее 6 столбиков без накида, в 7 опять заходим за переднюю стенку петли, цепочка из 4 воздушных петель, во вторую петлю от крючка 3 столбика без накида по цепочке и соединяем с основной деталью за переднюю стенку петли столбиком без накида. Вяжем до конца через 6 столбиков без накида, провязывая вот такие детальки. Вот такая вот у нас деталь получилась. Теперь мы продолжим вязать по кругу. Нам еще провязать необходимо надо 2 ряда. Когда мы будем подходить вот к этим нашим деталям, мы их будем отгибать на лицо и вязать будем по тем стенкам петли, которые у нас остались, то есть задняя стенка петли. И будем соединять с основным полотном. И далее 2 ряда просто вяжем по кругу без изменений. 54 столбика без накида. Так, вот такая деталь у нас непонятная пока что получилась. В следующем ряду нам необходимо будет сделать с вами прибавки. Будем чередовать 8 столбиков без накида, прибавку. И повторим это 6 раз. И в результате у нас получится 60 петель в работе. Так, в следующем ряду нам необходимо будет ввязать вот эти наши детальки в ряд. То есть мы будем вязать без изменений, фактически 60 столбиков без накида по кругу, но присоединять еще и эти детали. Так, 5, 6. Здесь, наверное, 7 еще добавим. Ну, вот через край, правда. Таким вот образом. За 2 петельки, наверное. Вот так вот должно у нас получаться. Вяжем так до конца ряда. Вот таким образом получилось соединить у меня эти детали. Вы уже, наверное, догадались, мы в них будем вставлять ремень. Так, следующий ряд мы будем вязать опять с прибавками. Чередуем 9 столбиков без накида, прибавку. Повторяем таким образом 6 раз. И у нас получается в работе 66 петель. Теперь нам необходимо вязать без изменений по кругу 7 рядов по 66 столбиков без накида. Так, мы провязали 5 рядов. Теперь для того, чтобы вязать далее, я хочу вам просто показать, откуда мы начнем вязание. Мы надеваем на куклу. И вот здесь было начало ряда. Нам необходимо будет сейчас вязать
вот эту часть, которая будет у нас как бы донышком шорт. Поэтому мы довязываем примерно вот до этого места. Нам нужно будет 3 петли выделить таким образом. И дальше будем уже вязать донышко вот этот шорт. Так, это у нас получится, сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 14 рядов. Ой, 14 столбиков без накида. 14, нет, давайте 15. Мы вязание наше поворачиваем и вяжем 3 столбика без накида. Три. Опять поворачиваем и теперь делаем уже прибавки. Прибавки будем делать по краям, чередовать их будем через ряд. И с края опять прибавка. В следующем ряду мы просто провязываем наши 5 столбиков без накида. Один прям уехал. Пускай так будет. А в следующем ряду мы будем делать опять прибавку. И получится 7 петель в работе. И таким образом мы вяжем, пока у нас не будет в работе 13 петель. Так, вот уже 13 петель у нас в работе. Продолжаем вязать. Другой ряд. Второй ряд у нас без изменений 13. Увеличиваем еще до 17 петель, то есть еще 4 ряда мы сейчас с вами провяжем. Так, мы с вами довязали до того момента, когда сделали последнюю прибавку, и теперь у нас здесь 17 петель. Теперь нам необходимо присоединить. Присоединять мы будем с изнанки, то есть вот таким вот образом вывернем, да. Но для начала нам необходимо отсчитать будет 23 петли. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Так, вот эта петля. Оп. Как бы нам так, чтобы я не потеряла ее. Вижу. Ну и все, мы теперь просто соединяем. В эту сторону перекину. А сейчас нитка вся запуталась. Так, соединяем. Прям с первой начинаю. А здесь с 24. 23 мы отсчитали, с 24 начинаем соединять. Просто столбиками без накида. Раз, два. И так до конца. Вот эти 17 петель получившихся нам надо присоединить к телу.
Вот соединили, вот такой соединительный шов у нас на изнанке. И с одной стороны 23 петли, с другой стороны 23 петли. Теперь нам необходимо вязать с вами по этим 23 петлям. Так, маячок с начала ряда поставим сейчас. Так. 23 петли провязываем. Так, 23 петли довязали. И теперь необходимо вот по этим петлям провязать. Сформировать петли. У нас получится, сейчас посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и в основании вот это 15. Вот так. Обвязка у нас такая идет. 23 и 15. Всего у нас получается 38 петель. И вяжем по кругу без изменений 6 рядов. С того момента, как поставили маячок, провязала я 6 рядов. И пришло время прикрепить контрастную нить. Так. Так, теперь в розовый можно отрезать основную. Нам необходимо провязать один ряд этой контрастной нити. Мы довязали до момента начала ряда. Теперь нам необходимо повернуть ряд, сделать петлю подъема и уже за заднюю стенку петли мы будем с вами один ряд вязать этой контрастной нитью. Так, довязали до начала ряда. Теперь нам наше вязание необходимо соединить в круг и продолжаем вязать по кругу еще 2 ряда. Так, теперь нам необходимо отрезать нить, вытащить ее. В принципе, первая наша штанинка закончена. Будет выглядеть вот таким вот образом. Нам теперь необходимо связать вторую, аналогично этой. Я закончила и вторую брючину, штанину, и связала еще и ремешок. Ремешок 96 воздушных петель и далее соединительными столбиками. Просто сюда вставляется. Ну и теперь пришло время примерки. Вот наша дама. Видите, что они легко надеваются и хорошо держатся на такой, скажем, нестандартной попе. Так вот, вот так они на попе с этой стороны смотрятся. И так вот они смотрятся спереди. Ножки хорошо загибаются у них. Куколка хорошо сидит. Так вот. Сейчас я отодвинула чуть-чуть подальше камеру, чтобы было более видно. Вот такие шорты получились.
Пишите, как вам. Ну и вяжите, соответственно, тоже. Для вязания футболки я выбрала вот такие цвета. Номера постараюсь подписать на экране. Будем вязать основным цветом и украсим еще дополнительно желтым. Все вяжу из остатков, чтобы израсходовать до конца пряжи. Будем вязать ее регланом сверху. Для начала нам необходимо... крючок, как всегда, 2,5, не сказала. Нам необходимо связать цепочку из 40 воздушных петель и петля подъема. Так, цепочка готова. Теперь будем вязать следующим образом. Во вторую петлю от крючка мы провязываем с вами 5 столбиков без накида. Далее в следующую петлю мы делаем сразу 2 прибавки, то есть 3 столбика без накида в одну петлю провязываем. Это у нас первая регланная линия. Далее вяжем 8 столбиков без накида. В следующую петлю опять провязываем 3 столбика без накида. Далее вяжем 10 столбиков без накида. Опять провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Это уже у нас третья регланная линия. Далее вяжем 8 столбиков без накида. Три столбика без накида в одну петлю. И довязываем последние 5 столбиков без накида. Прибавки мы будем делать по лицу. Как бы один ряд с прибавками у нас идет, второй ряд без прибавок. Сейчас мы связали первый ряд, второй ряд мы вяжем без изменений. У нас сейчас в работе 48 петель. Вяжем 48 столбиков без накида до конца. Продолжаем теперь следующий ряд опять с прибавками. 6 столбиков без накида. Кстати, петлю подъема я не делала в начале ряда. Три столбика без накида в одну петлю. Теперь 10 столбиков без накида. Опять 3 столбика без накида в одну петлю. Двенадцать столбиков без накида. Три столбика без накида в одну петлю. Далее 10 столбиков без накида. Опять 3 столбика без накида в одну петлю.
И заканчиваем 6 столбиками без накида. Итого у нас получается сейчас в работе 56 петель. Следующий ряд мы вяжем без изменений. 56 столбиков без накида. Так, следующий ряд. Семь столбиков без накида. Три столбика без накида в одну петлю. Далее 12 столбиков без накида. И опять 3 столбика без накида в одну петлю. Четырнадцать столбиков без накида. Три столбика без накида в одну петлю. Двенадцать столбиков без накида. Три столбика без накида в одну петлю. И последние 7 столбиков без накида. Теперь поворачиваем и опять вяжем без изменений. Сейчас у нас в работе 64 петли. Необходимо провязать 64 столбика без накида. Так, теперь продолжаем вязать. Будем формировать уже рукава. Для этого мы вяжем 8 столбиков без накида. Заходим в следующую петлю, провязываем ее столбиком без накида, и из нее вяжем цепочку из 10 воздушных петель. Тут пропускаем мы 14 петель. Так, 10. Заходим в следующую. Провязываем тоже столбиком без накида. Таким вот образом у нас получилось. Далее вяжем 16 столбиков без накида. Так, в следующую петлю мы провязываем столбик без накида и из нее формируем опять цепочку из 10 воздушных петель. Пропускаем здесь 14. Соединяем с телом столбиком без накида. И провязываем оставшиеся 8 петель. Вы уже можете видеть, как сформировалось наше тело. Сейчас я вам покажу на кукле. Разрез у нас будет сзади застегиваться на кнопочки. Так, кукла наша. Вот таким вот образом мы уже будем теперь вязать по кругу, формируя длину, необходимую нам футболки этой.
Здесь уже заложена такая ширина футболки, что она не будет сильно в обтяг. А сзади мы будем надвязывать вот в этом месте планки, для того, чтобы застегнуть ее на кнопки. Я вяжу укороченный вариант, чтобы она доходила практически до шорт. Это 9 рядов. Сейчас у нас с вами в работе 56 петель сформировалось. И мы будем с вами вязать по кругу, не по кругу, а просто рядами поворотными. 9 рядов. И потом еще 2 ряда обвязки для красоты, красивой любой другой нитью, контрастной. После этого мы с вами встретимся. Я провязала 9 рядов. Так, и хотела бы еще сделать 2 ряда обвязки на другой контрастной пряжи. Передумала я брать этот цвет. Очень он не подходит к моему комплекту. Возьму такой более пастельный. Соответственно, мне необходимо еще провязать 2 ряда. А вы смотрите по своей длине, как вас устраивает, не устраивает длина вашей футболки. Так, вот я обвязала низ и даже связала уже одну планку. Вторую планку мы свяжем с вами вместе. Ничего сложного в этом нет. Начинаем с лицевой стороны. У меня получилось 19 столбиков без накида связано. Так, раз, два. Заводим, вот тут видно хорошо, куда можно завести. 3, вот сюда, 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 как бы между рядов. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И чтобы уголок получился сюда 19. В принципе, все. Поворачиваем. И еще необходимо провязать так 2 ряда. После этого ниточку спрятать. Вот я тут закончила. Решила еще обвязать вверх горловину. Горловину обвяжу просто одним рядом столбиком без накида. И уже ниточку здесь тогда спрячу. Просто тоже через край. Здесь надо петлю подъема сделать, чтобы ничего не тянуло. Делаем обычную совершенно обвязку. Вот так вот идем до конца таким образом. Так, вот я закончила уже полностью. Обвязка была у меня горловины и рукавов. Рукава я обвязывала только поверху, по манжету самому. А по подрезу не стала обвязывать. Очень некрасиво получается. Уже пришила, как видите, кнопки. Осталось нам только примерить. Наша кукля.
Я отодвинула камеру подальше, чтобы было хорошо видно. Вот так получилось. Такой вот комплект получился из летней одежды. Надеюсь, вы с этим всем справились. У вас все получилось тоже, как и у меня. Жду от вас пальцев вверх, если понравилось. Ну, естественно, комментариев пишите, что понравилось, что не понравилось, с чем не справились и что хотели бы изменить. Ну и встретимся в других видео с вами вместе. Была рада вас видеть. Всем пока-пока.